Добрый день, меня зовут Татьяна. Вы на канале Вязание Хобби. Сегодня хочу вам показать, как я вывязываю росток вместе с подрезами, когда вяжется кокетка. Что это значит? Вот так выглядит у нас росток. Он идет не прямо, а именно, скажем, вот такой вот под наклоном под трапецией, похоже на трапецию. Так, почему я это делаю, для чего я вам сейчас все расскажу. Вот это у нас получается лицевая сторона. И так выглядит у нас на изнаночной стороне вот этот наш росток. Вот смотрите, у меня сейчас вывязана кокетка. Столько сантиметров, сколько мне надо было. Здесь 23 сантиметра высота кокетки. И сейчас я распределила петли на рукава, на спинку. Вот у меня эта спинка. Начало ряда вот здесь. И это у меня серединка спинки. Затем выделила на перед и разделила все вот на отдельные спицы. Так, и сейчас, после того, как вывязана кокетка, я буду вывязывать росток. Росток азиатский, который вывязывается сразу вот непосредственно после нашей высоты кокетки. Но суть заключается в том, что вместе с ростком я буду вывязывать еще и подрезы. Точнее, набирать петли для подреза. Что это значит? Если бы я вязала как обычно, я бы провязала росток. В данном случае у меня 16 рядов росток будет. Я бы провязала росток просто прямыми поворотными рядами. И затем набирала бы подрез. Петли для подреза воздушными петлями. Но я делать так не буду. Когда я вяжу кокетку, я набираю петли подреза непосредственно, когда вяжу росток. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Вот я вяжу кокетку. И, естественно, вот наша спинка. Она не прямая, потому что это все-таки кокетка. Так, у меня 124 петли на спинке. Что касается ростка. У меня росток 16 рядов. То есть 8 изнаночных, 8 лицевых. Потому что плотность вязания у меня 4 ряда. То есть росток у меня 4 сантиметра. Для того, чтобы вывязать росток, естественно, мне нужно вязать вот эти 16 рядов. Если я буду вязать как обычно, значит, я еще провяжу вот эти вот 4 сантиметра прямо. Так, то есть вот у нас идет кокетка сейчас вот под, скажем, такими наклоном, да. А если мы провяжем обычный росток, значит, это будет просто прямо. Так, но я делать так не буду. Я буду делать следующим образом. Вот у нас идет эта кокетка. Мои 124 петли. Так, и я хочу, чтобы это все-таки росток, вот этот вот вывязывался вот тоже таким же самым образом. Так, то есть не прямо. И тогда вот благодаря этому ростку у меня будут набраны петли для подреза. Что это значит? В данном случае на подрез я отвожу 7 петель. 7 петель. Так, и когда я буду провязывать прямые поворотные ряды, набирать буду еще по одной петле через ряд. И у меня получится еще добавиться с одной стороны 7 петель и с другой стороны. То есть в результате на спинке у меня получится 124 плюс 7 петель с одной, 7 петель с другой. Это и будут наши подрезы. Так, то есть 124 петли, как и были на спинке, они и останутся. А вот эти петли пойдут на подрез. То есть, когда я уже буду соединять перед и спинку, я уже петли для подреза набирать не буду. Они у меня уже будут на спинке. В готовом изделии я вам сейчас покажу. Вот у меня маечка, кокетка вывязана.
вывязано росток вот таким образом. И смотрите, ну немножко видно, я думаю, то есть вот этот вот. Здесь у нас заканчивалась кокетка. Вот идет росток, но он идет не прямо, а вот даже видно, что тут петли набраны. И когда я уже соединяла спинку и перед, здесь у меня воздушных петель не было, потому что это уже шли петли, когда я провязывала этот вот росток. Теперь насчет прибавок, то есть когда я буду провязывать вот эти вот прибавки. Первый и второй ряд я буду провязывать без прибавок. Дальше третий ряд лицевой. Я уже буду делать прибавки с одной стороны вот здесь вот и с другой стороны. То есть в конце и в начале ряда. Значит, здесь я прибавлю 1 плюс 1. Одна петля с одной стороны, другая с другой. Четвертый ряд у нас будет изнаночный. Я прибавок делать не буду. То есть они будут идти через ряд. И дальше, вот смотрите, третий ряд, пятый ряд, седьмой, 9, 11, 13 и 15 ряды. Это все будут прибавки. И у нас получается, что мы с вами наберем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз будем делать прибавки. Значит, с одной стороны будут 7 раз прибавочки и с другой стороны. Это и будет наш подрез, то есть 7 петель. Я думаю, вам понятно объяснила. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях. На все вопросы постараюсь ответить. И как набираются петли, то есть прибавочки эти, я вам сейчас покажу. Значит, вот у меня идет спинка, вот эта вот часть. Так, вот у меня идет ниточка. Я уже пересняла петли на рукава с двух сторон. И это вот у меня идет спинка. Так, начинаем мы с вами провязывать следующим образом. Я вам покажу в начале, скажем, а затем, я думаю, разберетесь, и уже будет все понятно. Вот у нас идет первый ряд. Как я уже сказала, вот первый ряд у нас лицевой. Мы его сейчас провязываем лицевой. Второй ряд у нас изнаночный. Мы нигде не прибавляем. Провязываем первый лицевой. Доходим до конца ряда. Последняя петля тоже у нас будет провязываться. И затем разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Последняя петля провязывается также. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И вяжем изнаночный ряд. Первая петля у нас снимается. И вы знаете, на изнаночной стороне обязательно провязывайте туго петли все, чтобы они были такие не расхлябанные, потому что будет такой промежуток между рядами. Очень туго вяжите изнаночные ряды. Поворотное вязание нужно туго вязать, чтобы не было вот этих вот пробелов между петельками. Так, довязываем второй ряд полностью. И последнюю петлю также провязываем. Вот видите, чтобы все петельки плотно прилегали к спице. Последние петельки тоже провязываем. Разворачиваем вязание сейчас на лицевую сторону. У нас идет уже третий ряд, и мы будем делать прибавки. Прибавки я вам сейчас покажу в этом ряду, а дальше уже будете сами самостоятельно делать прибавки в пятом, в седьмом, девятом, 11, 13 и 15 ряду. Они делаются одинаково. В начале ряда я прибавки буду делать следующим образом. Первую петельку я снимаю как кромочную, вторую провязываю лицевой, а дальше с третьей петли
низлежащая стеночка вот этой вот петельки, подхватываю на спицу скрещенной, ее провязываю. Еще раз покажу. Вот у нас идет этот ряд. Получается, это третья петля. Я подхватываю стенку низлежащей петли. Вот она. Набрасываю на левую спицу и провязываю скрещенной. Это вот у нас еще петля остается. Мы ее тоже провязываем. И получается вот у нас вот это вот третья, одна, вторая, а третья петелька это у нас уже прибавка. И так вот я буду делать прибавки, как я уже сказала. Вот в этих рядах 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15. То есть это будут лицевые ряды. Что касается прибавки в конце ряда. В конце ряда не доходим 2 петель и начинаем делать прибавку. Прибавку вот эту вот стеночку от низлежащей петли, предпоследней, набрасываем на спицу и скрещенной провязываем вот таким образом. А эту часть петли, скажем так, тоже провязываем. Кромочная у нас также провязывается. И вот это вот у нас петля получается, вот она. Это у нас прибавка, то есть за 2 петли до конца ряда. Так мы будем делать прибавки. Что касается прибавок, вы знаете, можно делать и не обязательно за 2 петельки до конца ряда, и в начале также. Можно и за 3 петельки. Это уже как вы решите, в принципе. На изнаночной стороне эти прибавки мы, конечно, будем провязывать также изнаночными. И вот таким образом делаем дальше прибавочки. При этом провязываем наш росток. Дальше вяжем уже самостоятельно. 3 прибавки у меня уже провязано. Вот это вот кромочная. Одна прибавка, вторая, третья. А это уже идет та, которая была петля у нас. С другой стороны точно так же. Вот у нас идет кромочная. И дальше у нас уже идут 3 прибавки, которые провязались. Вот одна, вторая, третья. А эта петелька у нас она уже была. И покажу вам последнюю прибавку в последнем лицевом ряду нашего ростка. Доходим до 2 последних петель. Подхватываем стенку от этой петли низлежащего ряда на левую спицу и провязываем ее скрещенной. А также провязываем эту петлю. И последняя кромочная также провязывается. И вот так вот выглядит наш росток. То есть он, получается, не прямо идет, а вот именно под таким вот наклоном, как трапеция. Плавный такой переход с одной стороны и с другой стороны. Вот этот вот наш росток вместе с петлями подреза. Остается нам вернуться назад, то есть провязать еще один изнаночный ряд и соединить вязание наше перед и спинку. А вот это вот наше, скажем, расстояние, это пойдет на петли рукава. Хочу немножко дополнить еще по поводу вывязывания вот такого ростка с петлями для подреза. Не обязательно брать вот эти вот прибавочки после 2 петель, как я говорила в начале видео. Их можно прибавлять после 1 петли, после 2, скажем так. И кроме этого можно прибавлять даже, допустим, 2 петли через 1 петельку.
То есть вот одну мы провязали, прибавили, второй провязали, тоже прибавили. То есть таким же самым образом можно прибавлять петли. Не обязательно вот эта схема, по которой я вам сказала. Так, то есть один ряд можно провязать без прибавок, а следующий ряд сделать 2 прибавочки с одной стороны и с другой стороны. Но это уже надо рассчитывать по количеству вот этих петель для подреза. Так, и кроме того, я хотела еще отметить то, что после того, как мы вот этот вот провязали росток, можно добрать еще несколько воздушных петель для подрезов. В том случае, если у вас обхват руки более шире. Так, то есть если вы посмотрели, когда будете соединять вот рукавчик, вот это уже будет рукав. Так, примерили сантиметровой лентой. Примерно вот таким образом. Так, вот вы видите, будет у вас примерно 36 сантиметров обхват руки. Если вы понимаете, что у вас более широкая рука и вам нужно, чтобы рукав был пошире, вы после вот этого ростка можете прибавить еще несколько воздушных петель. То есть если узкая рука, значит вот этого всего достаточно. Вам не надо будет дополнительных петель для подреза набирать. Но если вы понимаете, что рукав должен быть пошире, значит еще после этого вы можете добрать петельки дополнительно воздушные. На этом у меня все. Если вам это видео было полезно, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.